Тема сегодняшней лекции – теория открытых систем, формационный подход, азиатская формация и российский путь развития. Большая тема. Итак, первый вопрос. Прогрессивное развитие общества. Итак, общество в целом развивается прогрессивно. Эта аксиома доказывается огромной суммой фактов прогрессивного развития орудий труда, функций мышления, появлением все новых и новых групп и организаций, роста научных знаний, видов социальных конфликтов и видов социального контроля. Они появляются все новые и новые. Появляются новые общественные формации, как ступени развития общества. Кстати, с течением времени, особенно в 20 веке, 21 веке, процесс развития, прогрессивного развития общества ускоряется. Об этом писал Тофлер в книге «Футурошок». Ну, для этого будет отдельная лекция. Второй вопрос. Теория открытых систем. Ну, это первая теория, которой я увлекся в университете. Основал эту теорию открытых систем Людвиг фон Берталанфи. Он создал теорию открытых систем в биологии, а затем попытался создать общую теорию систем. Но этот замысел не был выполнен до конца. Общество – это тоже открытая система. Ну, что такое открытая система? Это система, которая имеет вход и выход. Эта система обменивается с окружающей средой, веществом и энергией и поддерживает внутреннее равновесие. Ну, примеры открытых систем, ну вот из техники, это водонапорная башня, даже бачок унитаза. Там есть вход и выход воды, и с помощью простейшей автоматики, без участия человека, в баке этой водонапорной башни поддерживается равновесие, примерно одинаковый уровень воды. Ну, я 20 лет отработал электриком, ремонтировал эти водонапорные башни. Очень просто поплавок, который нажимает на два выключателя. Ну и когда уровень повышается, поплавок нажимает на выключатель, и вода выключается, насос выключается. Когда уровень падает в баке, опять поплавок нажимает на выключатель, и насос включается. Поэтому уровень воды поднимается и опускается от нижней точки до верхней, без участия человека. Человек тоже в здоровом состоянии поддерживает равновесие и тоже является открытой системой. Ну, какие там равновесия у человека? Постоянная температура. Когда человек заболевает, нарушается равновесие. А если человек здоров, то температура тела, независимо от температуры окружающей среды, остается постоянной. Берталанфи успешно применил принцип теории открытых систем
для анализа ряда биологических проблем. Ну и там тканевое питание, соотношение обмена веществ и роста у животных, эмбриональное развитие. Поддержание равновесия происходит с помощью механизмов прямой и обратной связи между регулятором и объектом регуляции. Гомеостаз – это процесс поддержания равновесия в биологии. Понятие гомеостаз ввел в науку американский физиолог Кеннон. Главная мысль общей теории систем Бертоланфи состоит в том, что существует подобие, то есть изоморфизм различных систем в обществе, в технике и в живой природе. Ну и в обществе, понятно. Поэтому необходимо построить классификацию всех этих систем независимо от области распространения. Эту задачу пытались выполнить многие ученые, лет 40 назад. Но до конца эта задача так и не была выполнена. Спасибо этому Бертоланфи за понятие о открытой системе. Это в этом значении теории. Теперь перейдем к обществу. Общество имеет вход и выход и поддерживает внутреннее равновесие. Окружающей средой для общества служит природа. На входе в общество можно выделить полезные ископаемые и природные ресурсы, то есть земля, питьевая вода, а на выходе из общества можно выделить различные отходы производства. Нарушение внутреннего равновесия происходит по различным причинам. Первая причина – это недостаток ресурсов на входе. Самые у нас дорогие ресурсы – это, я не знаю, золото, нефть, газ, цветные металлы. То, что много в России. И Россия всегда выживала за счет продажи ресурсов. Из-за чрезмерного роста населения, из-за резкого изменения окружающей среды, то есть из-за изменения климата, экологической обстановки и глобальных проблем происходит нарушение равновесия. Нарушение равновесия приводит к голоду, к революциям, гражданской войне, когда люди убивают друг друга за кусок хлеба. Приводит это нарушение равновесия к войнам между государствами. В погоне за исчезающими ресурсами. Например, сегодня главным таким дефицитным ресурсом становится пресная вода. Особенно в южных странах. Там Турция или Эфиопия перекрывают реки в верховьях, строят водохранилища, электростанции. А те страны, которые расположены ниже по течению, испытывают дефицит воды. Например, Эфиопия хочет построить электростанцию, плотину, и в Египте не будет хватать воды в реке Нил. И так далее. Из этого происходят войны. Войны из-за воды. По закону вызова и ответа Арнольда Тойнби причина нарушения равновесия – это вызов для общества, на который элита, то есть лучшие люди, правящий слой, должны найти ответ, то есть организовать войну или переселение в другую страну, где есть ресурсы. То есть элита должна решить проблему с дефицитом ресурсов на входе. Если ответ удачный, то есть удачная война, то цивилизация расцветает и учит других
другие цивилизации этому изобретению. И если ответа нет или он неудачный, то есть проиграли войну за ресурсы, то цивилизация погибает, и правильный ответ ищут другие, более удачливые цивилизации. Кстати, одним из самых главных ресурсов всегда была земля, количество земли. Не просто земли, а плодородной земли. У России всегда было много земли, больше всех, поэтому Россия всегда воевала и защищала этот ресурс. Сегодня идет война на Украине, Россия защищает свои земли от американцев. За американцев воюют предатели украинцы американским оружием, но Россия их громит. И эта война закончится победой России, я уверен. Всю свою историю Россия шагала по трупам великих завоевателей. Правильный ответ может означать находку заменителя для дефицитного ресурса, повышение урожайности с помощью полива, изобретение новой сельскохозяйственной техники и химических удобрений, нового оружия изобретения, например, сегодня беспилотники или гиперзвуковое оружие Россия изобрела, а у американцев его нет, отстали, поэтому проиграют. Ограничение рождаемости происходит или естественным путем, или в результате голода, эпидемий и войн. Или, например, с помощью искусственных способов, например, с помощью налога на второго ребенка, как в современном Китае. Хотя они от этой политики уже вроде отказались, от ограничения рождаемости. Ну, посмотрим. Тысячелетняя история Китая можно разделить на циклы, каждый из которых длится примерно 300 лет. Последний цикл в Китае закончился в середине 20 века. То есть у них начался новый цикл в 300 лет. В начале цикла начинается быстрый рост населения. Это сегодня. Люди распахивают все земли под пашню, даже строят террасы в горах и грядки на плотах в болотах. Но все равно земли катастрофически не хватает. Территория Китая ограничена со всех сторон морями, горами, лесами и степями, непригодными для земледелия. И устроить миграцию в другую страну было очень трудно в древности. Быстрый рост населения в Китае при недостатке земельных ресурсов в конце цикла приводит к катастрофе, гражданской войне, совпадающей иногда с иноземным нашествием. Там на них нападали кочевники, гунны, монголы или европейцы. В результате большая часть китайцев погибала в конце цикла, и в Китае начинался новый цикл и быстрый рост населения. Но сегодня, правда, китайцы имеют возможность разъехаться по всему миру и в каждом городе строить свой Чайна-таун. Так, следующий вопрос. Классификация формаций. Эту классификацию впервые создал Карл Маркс, его соратник Фридрих Энгельс. Формации. Что такое? Это ступени развития общества. Главная мысль формационного подхода состоит в том, что развитие общества идет через ступени, через формации. В работе Маркса «Критики политической экономии» он назвал 4 формации.
античную, азиатскую, феодальную, капиталистическую. Так вот, вот единственное, скажем так, единственный абзац, который остался истинным в сочинениях Маркса, в многотомных сочинениях. Вот что я взял у Маркса. Этот абзац о способах производства, о формациях. Единственно ценная для меня идея Карла Маркса из всего его многотомного собрания сочинений. В 1928-1935 годах в СССР была научная дискуссия по этому вопросу. В результате Иосиф Сталин подвел итог этой дискуссии и назвал 5 формаций. Первая – первобытно-общинная. Вторая – рабовладельческая. Третья – феодальная. Четвертая – капиталистическая. Пятая – коммунистическая. Социализм – это первая фаза коммунизма. Об азиатской формации Сталин заставил забыть, так как она очень напоминала социализм. Получается так, что в СССР было построено такое же общество, как в Древнем Египте. И это называется прогрессом. То есть в Египте строили пирамиды, а в СССР строили Беломор-канал. Ничего себе прогресс. Кстати, и там основным инструментом была лопата и тачка. То есть там работали рабы. И в России работали рабы заключенные. Вот так прогресс. До чего он дошел. Тема азиатской формации стала запретной темой в советской философии. На Западе на эту тему писал Карл Витфогель в работе «Восточный деспотизм». Сравнительное исследование тотальной власти. И упоминал Раймонд Арон в работе «Демократия и тоталитаризм». Причина незавершенности до сегодняшнего дня дискуссии о формациях состоит в том, что философы, ну и Карл Маркс, и Витфогель, не смогли найти правильного критерия, который отличает одну формацию от другой. По мнению Маркса, таким критерием является уровень развития производительных сил. Но этот критерий является слишком абстрактным, непригодным для сравнения формаций. Поэтому одни исследователи выделяли 4 формации, другие 5 формаций. Одни считали азиатскую формацию отличной от других формаций, а другие исследователи так не считали. По моему мнению, критерием, который отличает одну формацию от другой, является вид контроля в сфере экономики. Четкий критерий, который можно сравнивать формации. Итак, по моему мнению, первобытная формация построена на моральном контроле. То есть отец мог заставить своих детей работать с помощью похвалы и брани. Или племя могло заставить воевать, охотиться с помощью морального контроля. Вторая формация – рабовладение. Построена на вооруженном контроле, на телесных наказаниях. Когда рабовладелец или надсмотрщик просто бил кнутом рабов за плохую работу.
Третья формация – феодализм, построен на административном контроле. Ну, то есть, когда за хорошую работу повышают или понижают по службе. Увольняют или предоставляют работу. Это административный контроль. Вот на нем был построен феодализм. Ну, кстати, в России феодализм возник в 1861 году, когда отменили крепостное право. То есть этот самый административный контроль помещика над крестьянами отменили в 1861 году. Четвертая формация – капитализм. Построен на экономическом контроле. То есть предприниматель платит наемным работникам премию и штраф, зарплату. За хорошую работу дает штраф, за плохую, извиняюсь, за хорошую работу дает премию, за плохую работу штраф. Это на сегодняшний день самый эффективный вид контроля. Для коммунизма Маркс не изобрел нового вида контроля и даже считал, что при коммунизме будут отменены все формы социального контроля. Но такой прогноз оказался утопией, несбыточной мечтой, так как общество не может существовать без отношений социального конфликта и социального контроля. При социализме были сделаны попытки использовать в экономике идеологические стимулы, то есть давать флажки, вымпелы, переходящие знамена, значки ударника коммунистического труда, медали и орден Героя социалистического труда, публиковать статьи в газете об ударниках, фотографии вешать на доске почета, почетные грамоты давать и так далее. Первым ударником стал шахтер Алексей Стаханов. Но вся эта кампания закончилась полным провалом, так как рабочие не хотят работать за флажки, они хотят работать за деньги, за премию и штраф. При социализме реально воздействовали на людей такие санкции, как телесное наказание в сфере принудительного труда заключенных в ГУЛАГе, угроза смертной казни для вредителей. Это рабовладение, понятно. ГУЛАГ – это рабовладельческое хозяйство. Также при социализме действовали административные санкции в сфере свободного труда. То есть люди стремились подниматься по службе, но это не очень эффективно. Опять же, экономические стимулы действуют на людей более эффективно. Телесное наказание в сфере экономики – это признак рабовладения, а административный стимул – это признак феодализма. Поэтому социализм – это азиатская разновидность феодализма, где присутствует внушительный по размеру государственный сектор рабовладельческой экономики. На Древнем Востоке шла медленная эволюция от рабовладения к феодализму. Когда европейские завоеватели захватили Древний Восток, они ввели капитализм и отменили рабовладение и феодализм.
То есть капитализм был принесен в Азию, в Африку, в Южную Америку на штыках европейских завоевателей. Поэтому эти страны, Древний Восток, должны сказать европейцам спасибо за науку. Таким образом, по моему мнению, в истории общества существовало только 4 формации: первобытная, рабовладельческая, феодальная и капиталистическая. Следующий вопрос. Азиатская формация. Ее описание сделал Карл Витфогель. Я уже об этом говорил. Карл Витфогель. В книге «Восточный деспотизм». Опираясь на понятие азиатского способа производства, введенное Карлом Марксом, Карл Витфогель в книге «Восточный деспотизм. Сравнительное изучение тотальной власти» указал на общую для всех восточных стран особенность. Это большое значение ирригации для ведения сельского хозяйства. То есть каналы и дамбы. Это на Востоке было необходимо. Ну, просто там без полива ничего не вырастет. Азиатская формация была изобретена в Древнем Египте и Месопотамии, то есть Междуречье. Позднее подобные общества возникли в Древней Индии, в Древнем Китае, в Мексике, в Перу, в Византии и в царской России. Азиатский и деспотический характер царской власти продиктован внешним фактором – татаро-монгольским завоеванием. Ну, то есть татаро-монголы завоевали Россию и принесли к нам эту самую азиатскую формацию. Например, научили собирать налоги и установили тиранию. Тирания – это восточное изобретение. Кстати, налоги тоже восточное изобретение. Витфогель писал, что до монгольского нашествия Русь была окраиной Запада, а после того, как монголы принесли туда восточные порядки, заимствованные ими в Китае, Россия превратилась в окраину Востока. Против этого возражал Арнольд Тойнби, уверенный в византийском происхождении русской цивилизации. По мнению Тойнби, в своей книге Витфогель попытался возродить греческий миф времен греко-персидских войн о плохой Азии и хорошей Европе. Ну, что я могу сказать? Да, Россия имела много учителей. Потом я об этом скажу. Первым учителем России были варяги с Запада, потом Византия, греки, и третьим учителем были татаро-монголы. А, кстати, потом учителем России стала Западная Европа снова. Спустя 9 месяцев после падения азиатского государства, созданного царизмом, большевистская революция расчистила дорогу тотально азиатскому государству СССР. Позднее Льюис Мамфорд назвал это первой попыткой модернизировать мегамашину подавления, за которой последовали другие подобные попытки. То есть нацистское государство тоже вроде бы училось у Востока. То есть опять там тоталитаризм, тирания при Гитлере. Или государство союзников СССР по социалистическому лагерю.
В царской России Витфогелю совершенно четко видится роль, черты, типичные для восточной деспотии, сельская община и бюрократия. Да, это восточные изобретения, как и налоги, сельская община и бюрократия. По моему мнению, в Азии изобрели поливное земледелие и скотоводство, построили громадные ирригационные системы и другие глобальные объекты. Это пирамиды в Египте, городские стены и зиккураты в Месопотамии, китайскую стену в Китае. Эти громадные объекты стали археологическими памятниками и часто бесполезным способом растраты человеческой энергии, которая не имеет реальной пользы, то есть бесполезное сооружение, которое можно видеть из космоса. В Азии изобрели государственное рабство, бюрократию, налоги, иероглифическую письменность, деспотию, регулярную армию, суд, правоохранительные органы, кодекс законов, государственную собственность на землю, храмовое хозяйство и хозяйство фараона. Бюрократия на Востоке имела функцию сбора налогов и руководства строительством глобальных объектов. Деспотия, или другими словами тирания, была жизненно необходима в странах Древнего Востока, так как только деспот или тиран мог заставить каждый год ремонтировать ирригационные системы, то есть каналы и дамбы, и тем самым предотвратить голод. Азиатская формация стала азиатской разновидностью рабовладения, которая постепенно превратилась в азиатскую разновидность феодализма. Ярким отличием азиатской формации было отсутствие частной собственности на средства производства. Частную собственность изобрели на Западе, в Древней Греции и в Древнем Риме. По мнению Витфогеля, общество восточного типа является тупиковым вариантом, ибо самостоятельно не способны перейти к капитализму как к более высокой стадии развития. Отсутствие свободной рабочей силы приводит к стагнации, и социальный прогресс заканчивается тупиком. Уже одно это говорит о том, что пути Востока и Запада принципиально различны. Восточное общество основывается не на отношениях к собственности, а на существовании внеклассового деспотического государства и бюрократии. То есть бюрократия на Востоке была всегда. Возникнув, деспотическая государственная власть становится непреодолимой силой. Власть регулирует земледелие и пользование водой, предпринимает крупные строительные работы, контролирует в той или иной степени ремесло и торговлю. Всякая оппозиция на Востоке подавляется системой организованного тотального террора. Общество делится лишь на два класса – правящие и управляемые. К правящему классу принадлежат деспот и чиновники. Управляемый класс – это земледельцы, ремесленники, торговцы, рабы. Государственная власть выполняет две функции. Организационную, в эту функцию Витфогель включает организацию хозяйства и организацию вооруженных сил и функции сбора налогов. Обожествляемая деспотическая власть поддерживается постоянной армией, полицией и бюрократией. Абсолютное подчинение обязательно для любого
человека. Для деспотического правления характерно стремление не допустить, чтобы собственники развились в самостоятельную политическую силу. С этой целью создаются препятствия для формирования крупных состояний. Есть возможность повышения статуса людей низкого происхождения, с помощью школы. Получи образование, станешь чиновником и поднимешься, как в Китае. В Китае бедный человек мог сделать блестящую карьеру и стать даже министром с помощью сдачи школьных экзаменов. То есть главный лифт в Китае была школа. Возникнув в гидравлическом обществе, деспотизм превратился в одну из самых заразных болезней, которым подвержено человеческое общество. А одним из первых Витфогель попытался в научном плане решить проблему отставания стран Востока от Европы. Одной из причин этого он видит в отсутствии необходимости на Западе тратить силы на строительство каналов. На примере Китая он говорит о регрессии, вызванном завоеваниями кочевников, земледельцев. К такому же регрессу Киевской Руси привело завоевание этой Киевской Руси татаро-монголами. То есть они нас отбросили назад, татаро-монголы. Колыбелью западного варианта рабовладения стала Древняя Греция. А затем эстафету у нее перехватил Древний Рим. После нашествия германцев и крушения Древнего Рима в странах Западной Европы возник западный вариант феодализма. Этот западный вариант рабовладения и феодализма несколько отличался от азиатского варианта. На Западе климат был более влажным, поэтому там существовало пашенное земледелие без необходимости строить каналы. На Западе никогда не было системы поливного земледелия, поэтому на Западе не нужны были каналы и дамбы. Государственное рабство и деспотия тоже на Западе были не нужны. Афины позаимствовали из Финикии ремесло, морскую торговлю и алфавит. По моему мнению, в Древней Греции были изобретены частная собственность, которой никогда не было на Востоке. Итак, частная собственность на землю и рабов, представительная демократия и аристократия как форма правления, военный корабль Триера, рынок как рыночная конкуренция, спорт, художественный конкурс. Только на Западе существовало крепостное право, а на Востоке его не было. На Западе была изобретена вассально-ленная система. А видите, на Востоке бюрократия была изобретена. Хотя они обе построены на административном контроле. Именно на Западе был изобретен капитализм. Кстати, Западная Европа взяла налоги и бюрократию из Древнего Рима. В Азии капитализм был принесен на штыках европейских колонизаторов. Вывод. По моему мнению, Витфогель был прав отчасти по вопросу о причинах возникновения деспотии в различных странах. Витфогель сосредоточил свое внимание лишь на одной из причин возникновения деспотии. Это причина – необходимость строить ирригационные системы в условиях поливного земледелия. И не видел других причин
для возникновения деспотии. По моему мнению, главной причиной возникновения деспотии являются экстремальные внешние и внутренние условия жизни общества. Ну, война. Война заставляет закрутить гайки, ограничить свободу слова и так далее. Такие условия могут быть, такими условиями могут быть угроза внешней агрессии, большая территория и имперское устройство страны, ну, как Россия, например. Когда существует необходимость подавления сепаратистских восстаний, ну, в империи всегда есть какие-то восстания, нужно их подавлять. В России никогда не было поливного земледелия, но в России всегда существовали угрозы внешней агрессии со стороны многочисленных агрессивных соседей. Россия всегда обладала большой территорией и всегда существовала необходимость подавлять восстания сепаратистов. Не случайно, что сегодня Россия выбрала самую жесткую модель демократии – президентскую республику. Иначе в России могла начаться гражданская война против сепаратистов. Или Россия могла проиграть войну на международной арене. Следующий вопрос. Российский путь развития. Что нам более всего интересно. Итак, по моему мнению, Россия занимает срединное положение между Европой и Азией. Поэтому Россия почти ничего не изобретала своего, а заимствовала социальные изобретения попеременно то из Европы, то из Азии. Вообще существует мало стран, которые сумели сделать хотя бы одно социальное изобретение. Ну и Россия тоже ничего не изобретала, она просто заимствовала. Список учителей для России. Итак, первым учителем для восточных славян стали варяги, то есть викинги с Запада, из Швеции, которые принесли в Россию княжескую власть, торговлю по рекам, оружие и военный строй, законы, сбор дани. Вторым учителем для России стала Византия, которая тоже занимала срединное положение между Европой и Азией. Из Византии русские позаимствовали христианство, письменность, архитектуру, православие позаимствовали. Кстати, сама Византия была сметена, исчезла, погибла, а Россия стала центром православия. Третьим учителем для России стали татаро-монголы и Золотая Орда из Азии, которые научили русских собирать налоги с каждого двора и строить деспотию. В результате в Московском княжестве была установлена абсолютная монархия, где престол передавался по наследству старшему сыну или старшему брату. То есть новая форма правления – абсолютная монархия. Так, четвертым учителем для России в 17 веке, особенно при Петре Первом, стала Западная Европа. Сначала Польша, затем Швеция, Голландия, Англия, Германия, Франция. Россия воевала попеременно с некоторыми из этих стран и училась у них. Из Западной Европы были позаимствованы 3 английских изобретения. Это технические изобретения, рыночная конкуренция и экономический контроль. Николай II под нажимом либералов и революционеров пытался ввести 4-е английское изобретение, построить систему представительной демократии, ну, в форме конституционной монархии. Николай II ввел парламент и многопартийные выборы,
но он не смог достроить эту форму правления. Он не вел конституцию и контроль парламента над правительством. В результате Октябрьского, февральской революции и Октябрьского переворота в 1917 году произошел срыв в социальном строительстве. То есть из-за большевиков в России в 1917 году не была построена представительная демократия. Россия училась у своих учителей, и Россия побеждала на войне своих учителей одновременно. Иногда даже Россия завоевывала своих учителей и делала своих учителей своей колонией. Например, Россия победила Швецию при Карле XII, Германию при Адольфе Гитлере, Францию при Наполеоне. Россия сделала своей колонией Золотую Орду. Польшу тоже сделала колонией в 19-20 веке. Восточную Европу, то есть тоже сделала своей колонией. То есть Восточную Германию, Чехословакию, Румынию, Болгарию в 20 веке. Противники России должны сегодня задуматься об этой опасности. Но сегодня идет война на Украине между фактически США и Россией. Я думаю, Россия победит. У нас просто нет другого выхода. Большевики уничтожили капиталистический строй и построили примитивную азиатскую формацию, по примеру Древнего Египта. Были проведены 4 кампании по строительству азиатской формации. Итак, первая кампания. Военный коммунизм. Ленин отменил частную собственность на землю и заводы, отменил экономический контроль в экономике, рыночную конкуренцию. Он отменил недостроенную представительную демократию. Ленин даже пытался отменить деньги, религию и кодекс законов. Эта кампания вызвала гражданскую войну в России, но большевики сумели победить в гражданской войне. Хотя этим большевикам пришлось пойти на временные уступки крестьянам в форме политики НЭПа. В экономике при НЭПе большевики сняли запрет на мелкую и среднюю частную собственность и мелкий наем рабочей силы, на частную мелкую торговлю внутри страны. Была введена конвертируемая валюта при НЭПе – золотой червонец. Но большевики сохранили запрет на крупную частную собственность и частную внешнюю торговлю. То есть крестьяне не могли продать свое зерно за границей. Такие противоречия в экономике привели к кризисам НЭПа, когда крестьяне отказывались продавать хлеб по низким ценам, ну и перегоняли этот хлеб на самогон, скармливали его скоту и так далее. Вторая кампания большевиков – индустриализация, ее уже провел Сталин. Большевики организовали большие стройки заводов тяжелой и военной промышленности, стройки каналов и железных дорог. Источниками финансирования этих строек стало ограбление сельского хозяйства, ограбление крестьян. Второй источник – бесплатный труд заключенных, когда эти заключенные работали за пайку хлеба. Но если он перевыполнял норму на 50%, ему давали кусок селедки. Дальше большевики заставляли покупать облигации государственного займа. Ну и большевики продавали водку по завышенным ценам. Вот источники для индустриализации.
Самый главный источник – это продажа зерна, отобранного у крестьян зерна за границей. А вот для этого провели третью кампанию, называется коллективизация. То есть большевики насильно загнали крестьян в колхозы и заставили работать почти бесплатно, за галочки в журнале трудодней. Ну, за один день там давали, ну, там 100 грамм зерна, например. Он целый день работал за 100 грамм зерна, господи, за 3 копейки. Крестьяне питались и платили большие налоги со своего огорода, из подсобного хозяйства, то есть с коровы, с козы не платили. Вот. Поэтому козу называли сталинской коровой. Богатые крестьяне были ограблены и репрессированы. То есть отправили их, ограбили, отобрали дома и вместе с семьей отправили на лесоповал куда-нибудь. В результате у крестьян полностью исчезли стимулы к труду в колхозе. Ну какой человек будет работать за бесплатно хорошо? Так и работали плохо. И сельское хозяйство пришло в состояние полного упадка. Уже при Хрущеве зерно мы не экспортировали, а наоборот импортировали. Начали импортировать зерно за границей, то есть стали покупать зерно за границей при Хрущеве и покупали вплоть до 1991 года, до Ельцина. Покупали зерно за границей, потому что развалили свое сельское хозяйство. Но при колхозах, при колхозном строе государство могло отобрать у колхозов все зерно подчистую. Четвертая кампания – культурная революция или большой террор, или большая чистка. Ленин построил олигархию вместо недостроенной представительной демократии. Власть при Ленине принадлежала привилегированному меньшинству, которое называлось Ленинской гвардией, но оно стало из евреев. В 20-е годы началась борьба фракций за власть внутри этой Ленинской гвардии. Сталин по очереди победил парализованного Ленина, фракцию Троцкого, фракцию Зиновьева и Каменева, фракцию Бухарина, Рыкова и Томского. В 1937-1938 годах он физически уничтожил почти всю Ленинскую гвардию и построил тиранию. Сам стал тираном. Вместо Ленинской гвардии он создал новый правящий слой, номенклатуру, которая была жестко подчинена тирану. Таким образом, при Сталине азиатская формация была достроена и представляла собой классический образец. Никита Хрущев физически уничтожил нового претендента в тираны. Это был Лаврентий Берия. И Хрущев восстановил олигархию вместо тирании, с чего начался постепенный демонтаж азиатской формации, то есть разрушение азиатской формации в России. При Брежневе началось вырождение олигархии. Горбачев расшатал олигархию до основания своими непродуманными реформами. Это было хорошо. Ельцин полностью разрушил олигархию и азиатскую формацию в России. Ельцин построил капитализм и систему представительной демократии по западным образцам. В 1991 году Гайдар ввел рыночную конкуренцию, Чубайс ввел частную собственность.
и экономический контроль в экономике. В 1993 году Ельцин ввел Конституцию и парламент. Путин навел порядок после периода реформ и укрепил эту систему. Ну что, Гайдар давно умер, Ельцин давно умер, Чубайс жив, но сегодня сбежал за границу. Конечно, он все правильно сделал, ввел частную собственность в экономике, но он сделал это, он просто раздал частную собственность на заводы евреям. Поэтому многие в России Чубайса ненавидят. Сегодня он живет за границей, ну, доживает на пенсии. Азиатская формация была построена и в других странах социалистического лагеря, где по советскому образцу тоже были проведены эти 4 кампании. Как только были выведены советские войска из Восточной Европы, там произошли бархатные революции и был восстановлен капитализм. Азиатскую формацию в Китае построил Мао Цзэдун, который выиграл гражданскую войну и провел такие кампании, как «Большой скачок». Это у нас индустриализация, у них большой скачок. Они пытались обогнать Британию по производству железа. Переплавили там все сковородки, построили эти, как сказать, плавильные печи во всех колхозах в деревнях. Ну, глупость полная. Дальше он в Китае, Мао Цзэдун построил народные коммуны, это вот колхозы, и провел культурную революцию, то есть террор. Дэн Сяопин в Китае начал проводить новую экономическую политику, ну как Ленин в России, новую экономическую политику, которая продолжается в Китае и сегодня, кстати, с большим успехом. По валовому внутреннему продукту Китай скоро обгонит США. Но в политике коммунисты сохранили свою власть, то есть олигархию. Никакой представительной демократии, многопартийной системы сегодня в Китае нет. Но зато Китай не распался на части, как СССР, и имеет большие экономические успехи. В Китае сегодня введены рынок, частная собственность, премии и штраф в области экономики, технические изобретения. Они обычно воруют технические изобретения по всему миру. Но власть находится в руках коммунистической олигархии. А студенты, которые требовали ввести демократию на площадь Тяньаньмэнь в 1989 году, были раздавлены танками. Азиатская формация сегодня сохраняется только в Северной Корее и на Кубе, хотя и там были проведены какие-то экономические реформы. Ну, пытаются отказаться от этой азиатской формации и тоже провести НЭП. Вывод состоит в том, что социализм является регрессом по сравнению с капитализмом. И этот грандиозный коммунистический эксперимент привел к большим жертвам в России. Большевики не смогли найти свой путь развития страны, свой русский путь, и повели Россию отсталым азиатским путем. И сегодня коммунисты не умеют строить ничего, кроме этой примитивной модели общества. Повторение подобного утопического эксперимента станет для России катастрофой. Но сегодня, когда идет война с Украиной, у России спасли именно реформы, экономические реформы Гайдара и Чубайса. То есть против нас ввели санкции страны Запада, а нам безразлично. Экономическое положение России сегодня лучше,
чем в Западной Европе. Спасибо Чубайсу и Гайдару. Вот вывод.